Привет! Это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. И если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги, Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюгегехаймен. Итак, поехали. Что значит вынужденное лидерство? Ну, это когда все такие в ряд выстроились и просим, 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 а ты их об этом не просил и даже не угрожал. Вынужденное лидерство – это когда ситуация подсказывает, что ты должен все взять в свои руки и что-то сделать, принять какое-то решение. Кстати, вынужденными лидерами иногда становятся даже дети. Почему бы нет? Как бороться с торговыми сетями? Ну, видимо, презюмируется, что бороться надо. Да, собственно говоря, как и с любой монополией, если она существует, помогать малышам. Они, как маленькие пираньи, обкусают эту глыбу мясистую. Чем полезен сыр? Создает улыбку на лице при слове «сыр». В детстве я считал, что он чистит зубы, а какие-нибудь дорогие сыры могут отпугивать незнакомцев. Откроешь так в незнакомом доме дверцу холодильника, оттуда аромат, и все. Понимаешь, что еду просить в этом доме не вариант. Хотя я иногда люблю такие сыры. Ты оптимист? Ну, умеренный, прямо скажем. Ну, то есть, наверное, мой оптимизм состоит в том, что зачем расстраиваться, если ничего не можешь поменять? Ну, в смысле, не совсем ничего, а в отношении того, чего не можешь поменять. И сразу становится гораздо легче. Да. Хочешь жить в деревне? Да я и сейчас в ней. Но раньше, в дни беспробудного пьянства, я мечтал уехать в какую-то глубокую русскую деревеньку. Такой вот декаданс. Но не ради возрождения, а ради продолжения пьянства. Брал билеты на места для поцелуев? Да. Это был плацкарт. В принципе, мне кажется, что любое место можно сделать местом для поцелуев. Ну, если не жаль окружающих. Но традиционно базовый кинотеатр в приоритете. Там от вас хотя бы этого ждут. Ты помнишь свой первый день в школе? Говорят, что плохое забывается. А я помню, значит, не так уж плох был этот день. Я помню большие гладиолусы, которые перевешивали меня. И помню, что потерял свои сандали, которые очень не любил. Какая-то карма забрала у меня их. Но школу вообще вспоминаю так себе. Твоя первая работа. Моя первая работа была работа уборщиком в ночном клубе. Это была как бы работа, которой я уделил всего месяц, и это было скорее испытание себя на прочность. То есть я примерно понимал, зачем я туда иду. То есть не ради зарплаты. А мне казалось, что вот оттолкнувшись от дна, как тогда я думал, можно понять себя. Ну, более того, что это было такое испытание, где все мои представления о работе рушились. Ну,
Я был максималистом, националистом, а клубом этим владели армяне. А вот это же постоянное понебратство, они еще трогают тебя постоянно. Ну, короче, я, конечно, был вне себя от ярости и отвечал им добротой. Ну, потому что у меня как бы приоритеты были в субординации, то есть у меня был свой начальник, а вот эти вот персонажи постоянно вторгались в мое личное пространство. Ну и работник из меня был так себе. Оттуда я сделал вывод главный, что не хочу работать руками. И с начальниками у меня будут проблемы. Да. Нормально ли иметь жениха про запас? Наверное, не только жениха, но и невесту держит про запас. Но это нормально, наверное, если ты человек, тварь. Ну, потому что ты же понимаешь, что человек в тебя влюблен, а ты им манипулируешь. А это вообще не есть гуд. Подумайте над своим поведением. И пожалейте эти влюбленные в вас глаза. Вопрос от звезды. Ты молодец. Я тебя зауважал. Ты меня стукнул по заслугам. Спасибо, спасибо, спасибо. Вообще драться это не мое. Но все равно спасибо. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и звоните в колокольчик.